Друзья, всем привет! Сегодня видео у нас про орхидеи, которые растут у нас в темных горшках. И началось это у нас все, точнее в темных кашпо, началось у нас это все с этой орхидеи, которую мы несколько месяцев назад с небольшим количеством корней поместили вот в такое вот темное кашпо на восточное окно. И в течение нескольких месяцев эта орхидея у нас нарастила вот такое вот количество корней. Прям на наших с вами, друзья, глазах. И мы, вдохновившись вот этим вот примером, поместили для нашего эксперимента еще 4 орхидеи, 2 орхидеи радуги, вот этих вот красотки, и 2 орхидеи спаркса. Одни чуть побольше, другие чуть поменьше, вот в такие вот темные кашпо. И сегодня мы на них посмотрим, потому что вопросы задавали, как они там поживают. Прошло, по-моему, 2-3 месяца, как мы их пересадили в новые горшочки и поместили вот в такие непрозрачные темные кашпо, где горшки, в которых посажены сами орхидеи, они вот практически впритык внутри с вот этими вот кашпо. То есть, по большому счету, солнечный свет туда напрямую не проникает. Потому что, я сейчас показал одну из, вот эту первую орхидею, бытует мнение, что корни орхидеи, которые находятся в темноте, они очень-очень активно в темных емкостях наращиваются и нарастают такой щеткой, бородой. И, наверное, те, кто занимается давно орхидеями, замечали, что корни орхидей очень часто тянутся в темную часть помещения. Воздушные корни именно тянутся в темную часть помещения. Это заложено орхидеями на генетическом уровне. Орхидеи эпифиты, литофиты, которые на камнях, на деревьях, на поверхности растут. И вот они корни тянут в темные расщелинки, понимая, что в этих темных расщелинках может скапливаться влага, которая меньше испаряется в темноте, чем на солнце. Там могут скапливаться другие питательные вещества. И вот такое вот самовыживание у орхидей заложено посредством того, чтобы корешки тянулись куда-то в темные уголки. И вот мы вместе с вами поместили вот эти 4 орхидеи вот в темные горшки. Одинаковая абсолютно посадка, одинаковый грунт, но мы еще добавили с вами к этим орхидеям калиевое азотное удобрение. Это калиевая селитра, состоящая на 13% из азота и на 45% из калия. Ну и плюс еще вот такой вот состав микроэлементов. Вот они вот здесь вот все обозначены. Это уже, друзья, доказанный факт, что калий очень активно влияет на цветение, на декоративность цветения, на активность цветения, на насыщенность и продолжительность цветения, именно вот орхидей, фаленопсисов, но я так думаю, что не только орхидей, но и других растений. И вот мы с вами после пересадки стали подкармливать через полив, делать корневые подкормки. То есть один полив мы эти орхидеечки чистой водой поливаем, следующий полив с добавлением по инструкции, как вот здесь написано, по инструкции с добавлением этого удобрения в воду и этим раствором замачивают. Но вот сегодня мы с вами подкормим эти орхидеи, потому что тоже в комментариях писали и просили показать и рассказать, как этой калиевой селитрой подкармливать, делать внекорневую подкормку. И вот мы сегодня сделаем внекорневую подкормку. И заодно посмотрим, как чувствует себя орхидеи и, собственно, что там у них с корнями. Посмотрим, что с корнями из-за темных вот этих вот кашпо. И посмотрим, как у нас обстоят дела, значит, с применением вот этого селитры калийной, какой у нас результат. Ну что, давайте с первой радуги начнем. Вот с такой вот красавицы.
Она у нас всех, значит, они у нас находятся в посадке. Это обычная кора, самая обычная кора, и размешанная с кокосовыми чипсами. Эти компоненты очень удобны для полива, быстрого, ленивого полива. Когда у нас в емкости налита вода, мы берем вот этот горшок и прям буквально опускаем горшок в воду. Вода поднимается буквально, вот знаете, 5 секунд. И все, достаем, стряхиваем и ставим этот горшочек с орхидеей куда-то там в блюдце, либо вот в такое вот кашпо. Все, и до следующего полива. Вода очень хорошо успевает задерживаться в волокнах кокосовых чипсов и между корой. И вот такая вот у нас сейчас картина. Кстати, несколько дней назад поливал эти орхидеи. И вот, видите, грунт влажный. Это все новые корни, друзья, наросли после пересадки. То есть медленно, но уверенно у нас вроде бы процесс с корнями идет. Чего пока не скажешь по поводу цветоносов. Да? Цветоносы у нас пока на месте. Мы намеренно не обрезали. У всех 4 орхидей у нас по 2 цветоноса старых. Мы оставили их, обрезали до 3-й живой почки. И наблюдаем, какой будет результат. Так, первая у нас радуга. Это все, друзья, 4 орхидеи, 2 радуги, 2 спаркса. Эти 2 сорта орхидей из серии легатоподобных. Да, они очень похожи по окрасу на легато. Так, это у нас вторая радуга, тоже растит корни. Орхидеи решили наращивать пока корневую систему. Мы знаем с вами, что если орхидея наращивает активно корневую систему, то следующий этап после того, как достаточное количество корней нарастет, орхидея соразмерно объему корней начинает выдавать цветоносы. Чем больше и мощнее корней, тем больше и мощнее цветоносы. Так, вторая радуга у нас. Теперь посмотрим на спарксы. Начнем вот с этого спаркса. Значит, он тоже у нас с 2 цветоносами. И оба цветоноса, друзья, на кончиках распаковали верхние почки и выпустили вот эти вот, значит, цветоносики. Этот спаркс я уже подкармливать не буду сегодня в видео. На радугах покажу, как мы будем делать калиевой селитрой внекорневую подкормку. Потому что в одном из видео я уже рассказывал, что орхидеи, которые сформировали бутоны, уже есть бутоны, да, то подкармливать, ну, как бы не стоит. Не стоит. Вот такая вот у нас. Все мы пересаживали орхидеи в один практически день. Ну, одни орхидеи в один день. И через пару дней другие орхидеи пересадили. В принципе, в один и тот же период, можно так сказать. Ну, вот результат вы сами видите. Пока какой. Вот это у нас одна радуга. И вот вторая радуга тоже с 2 цветоносами, была старыми, но как вот в одном из недавних видео, пару дней назад, про цветоносы, какие надо обрезать, какие не надо, и надо ли вообще обрезать цветоносы, выходило видео. Ссылочку в верхнем правом углу я оставлю, пройдите, посмотрите. И вот как раз вот эта орхидея тоже наглядный, как и вчера, тоже был пример хороший. Пример, что вот было 2 у нее цветоноса старых, отцвели. Мы оба, значит, я отрезал, а второй она отсушила, старый цветонос. Она взяла, решила, что он ей вообще не нужен, поэтому мы его совсем обрезали. Но один она оставила. И один этот, видите, тоже, как и первая, спаркс, решила дорастить из первой почки сверху оставшийся цветонос. И выпустила тут же, друзья, новый цветоносик. Видите, светленький растет. Так, а что у нас с корнями? Эту орхидею тоже мы уже не будем калиевой селитрой подкармливать. Ну, здесь у нас с корнями, по-моему, немножечко поскромнее. Но тоже растит, друзья. Тоже вот они, свежие, светлые, наращивают корни. То есть орхидея и цвести
надумали, и одновременно растят корни. Вот корни, здесь вот корни. В общем, вид у них очень даже неплохой после пересадки. И посадка абсолютно точно такая же, как и у всех остальных. Так, ну что, теперь подкормим наши орхидеечки. Это внекорневая подкормка. Делаю я внекорневую подкормку по листьям до обеда, чтобы к вечеру, сейчас осенне-зимний период, уже зима, чтобы температура у многих не такая уж и высокая, как летом, да, но, значит, лучше делать подкормку в первой половине дня, чтобы к вечеру вся влага, которая попадет в пазухи, куда-то там еще, чтобы успела просто испариться. Итак, друзья, значит, у меня емкость, которую я буду опрыскивать, пол-литровая, поэтому я взял пол-литра воды, вот такой мерный стакан на пол-литра. Меня спрашивают, где я покупаю мерные стаканы. Мерные стаканы на пол-литра и на литр, в которые я пересаживаю, я покупаю в Ашане. Я нигде их больше не встречал по такой цене, да и вообще в продаже там на Вальбересе, еще где-то они стоят в несколько раз дороже. Я покупаю их в Ашане, они у нас продаются там, раньше стоили по 30 рублей, постепенно стали дорожать. Вот сейчас последняя цена в районе 60 рублей, литровый стакан, пол-литровый в районе 40, по-моему, рублей. Так, на пол-литра воды я возьму 5 грамм вот этой вот селитра калиевая. Почему 5 грамм? У нас здесь по инструкции, значит, написано, что цветочно-декоративные культуры, в том числе горшочные, внекорневая подкормка производится 1-5 раз в течение вегетационного периода с интервалом в 10-15 дней, и расход 15-20 грамм на литр воды. Я взял, значит, пол-литра. На пол-литра нам надо, значит, где-то 10 грамм. Ну, я взял половинку дозы. 5 грамм, друзья, вот в такой мерный стаканчик. Он как раз соответствует, я буквально пошел сейчас перед видео, взвесил на электронных кухонных весах 5 миллилитров деления от этого мерного стаканчика соответствует 5 граммам калиевой селитры. Вот этой вот 5 граммам калиевой селитры. То есть, если нету весов, можно пользоваться вот такой вот мерным стаканчиком. Еще раз повторюсь, 5 миллилитров деление соответствует 5 граммам этого раствора. Я высыпаю его вот сюда и тщательно перемешиваю. Вода у меня комнатной температуры, может быть даже чуть теплее, ну не чуть теплее, думаю где-то градусов 30 температура воды. Вот это вот, ну для того, чтобы быстро она, калиевая селитра, размешалась. Так, что-то у меня здесь кусочек мха сфагнума попал. Так, надо достать. Это чтобы сопло не забилось у опрыскивателя. Все, я наливаю. Наливаем. Значит, остатки я использую, применю на других своих растениях, которые еще не сформировали на цветоносах бутоны. Вот. Все. Вот так берем и по листу вот так вот очень-очень хорошо со всех сторон опрыскиваю, друзья. Одна, вторая. Листья прям очень хорошо нужно опрыскать с внутренней стороны. С внутренней стороны. На корни попадает, ничего страшного. Все это очень хорошо. И теперь нашего, друзья, монстрика тоже мы опрыскаем. Со всех сторон все листья. Все, вот такая процедура, друзья. Это обычная внекорневая подкормка. Не бойтесь этого делать. Все.
Как правило, внекорневые подкормки дозировка, конечно же, повыше, чем когда в корни мы добавляем орхидею замачиванием. Поэтому, конечно же, если есть возможность с поливом подкармливать, то лучше это делать с поливом, потому что более экономично получается. Ну а если орхидеи растут, как вот вопросы задали, в закрытой системе, то тогда уж вот таким способом подкармливаем орхидеи. Все, друзья, вот такой вот обзор, вот такая вот подкормка у этих орхидей. Наши орхидеи, сейчас, значит, спарксы уже сформировали бутоны, поэтому я их не подкармливаю. Хоть немножко на них и попало, но ничего страшного. Вот такие вот, друзья, бутончики. Ну, теперь следующий обзор мы сделаем, когда раскроются спарксы. Посмотрим на их сочность и декоративность цветения после применения вот этой калиевой селитры для хорошего и, скажем, сочного цветения. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!